познавательное видео от нашего партнера, около которого всегда крутится много людей. Стенд всегда популярен. Он популярен на всех рынках Европы. Все их знают. Это такой мультифункциональный бренд, как Handy, которому самому принадлежит много брендов. И у них такая, скажем, Библия, каталог, да, который вот такой толстый, на 500 страниц, там, в которых есть от зубочистки до какого-то сильного решения кулинарного. Да. Пройдемте. Нас уже будет скоро, через минут 5, ждать наш менеджер Ричарда, с которым мы давно работаем. Здесь предложена вся вот такая мелочевка. У нас тоже пару стендов Handy в зале есть в нашем шоуруме. Вот. У них всегда большой ассортимент, поэтому они стараются показать много всего. Вот. Есть такие элегантные вот, для буфетных тем штуки. Как я и говорил, очень много народа, вот только менеджеров тут собралось, наверное, 50 штук, потому что популярный действительно продукт. Есть какие-то новиночки. Новиночки — это там вот планетарный миксер, есть такой мультикомбайн и турбопечь. Турбопечь. Многие идут сейчас по сценарию там фастфуда, быстренько разогреть. Конечно, никакой души в таком приготовлении еды нету и полезности, но требует время, сегодняшнее время. Вот. Обойдем стенд, еще посмотрим, что есть. Здесь такая вот чисто бартендерская мелочевка. Всякие джиггеры, гейзеры, блендеры, соковыжималки и всякое такое. Коктейльные ложки, штопора. Какие-то контейнеры для льда. Есть вот такой вот домашний прикольчик, если кто хочет. Просто дома маленький ледогенератор. Заливаешь из бутылки водичку туда, она сама производит лед. Такой контейнер для небольшого какого-то, я не знаю, мероприятия дома, если своего ледогенератора нету. Также самое вот есть там для начоса, для попкорна, для сахарной ваты. И есть вот новая серия сувидниц. Я их сейчас заказал, они уже через недельку придут к нам на склад. Ну, это такая классика с крышкой. Здесь, значит, Handy циркулятор, он такой где-то на литров 80 написано в каталоге. Есть также на 50 литров и на 30 литров. Можно поставить любой гаенчик. Рекомендация поставить такие вот шарики. Вот. Шарики для чего нужны? Они стоят немного, но они не выпаривают воду. То есть вот вода остается все. Потому что если оставить на долгое кипячение, скажем, на длительное, да, ваша вода может выпариться там за 20 часов. Многие ставят сувид на долгое время. Да? Поэтому вот шарики такая рекомендация, чтобы и тепло не уходило, теплопотерь было меньше, и чтобы вода не выпарилась. Один раз не остановился вообще кипятильник, потому что у него есть минимум значения, максимум значения воды. Индукция – это отдельная тема, я бы сказал, у Handy это, на мой взгляд, самый лучший продукт, который есть вообще на рынке. Вот цена-качество – это будет, на мой субъективный взгляд, самый лучший продукт. То есть есть и простые серии, где сзади нету никаких фильтров. Ну, такая как бы растопить шоколад или какой-то там мусс. Потом есть одна линейка, где у него в комплекте идет одна сковорода. Это там в районе 180 евро стоит. Ну, недорого, нормально. Потом вот мой любимый фаворит, вот эта вот серия на 3,5 киловатта. Здесь уже есть фильтр. Здесь можно поставить таймер. Есть такая же версия простая, но тут трудно поймать температуру и все остальное. Есть двойная серия, где на 7 киловатт, трехфазное подключение нужно. Если одной конфоркой не пользуешься, то вторая в бусте дает 5 киловатт. Такая более мощная такая конфорка, которая дает 5 киловатт. Если пользуешься только одной, а не двумя сразу одновременно. Потом, вот это я вижу такое как бы решение для небольшого котла, потому что рекомендация не ставить много. Это рекомендация ставить где-то 20 литров. Ну, естественно, мы все понимаем, что сюда можно поставить и 50-100 литров, что, в принципе, наши клиенты все и делают, там, варят всякие там демиглас и все остальное. Также из индукционных решений есть вок.
И вот я смотрю, вот это специально для длительной варки, специально разработано, явно у нее усиленная конструкция и нету никаких электроника. Потому что электроника обычно не позволяет длительное время варить на индукции. У нее там есть таймер 2-3 часа, потом бэх, отключилась. Здесь поэтому сделана просто крутилка, которая позволяет длительное время кипятить. Вот серия, с которой у нас поначалу были проблемы. Не буду скрывать. Но сейчас ребята сказали, что все исправили, сделали работу над ошибками, и вот данная вещь теперь работает перфектно. Но это надо проверить. Потому что после того, как были проблемы, мы, естественно, прекратили распространение. Вот. Здесь такие вот разных таких современных цветов, типа черный, матовый, оливка, бежевый, какой-то такой слоновая кость. Ну, элегантно выглядят, супница. Видите, им даже дали Red Dot Winner в 2024 году. Это немецкая знак признания качества в плане дизайна. Вот. Ну и такая вот как бы мелкая серия, типа всякие микроволновки с крутилками такие, покруче, получше, поменьше, похуже. Так же самое вот для пиццериста. Всякого вида лопаты выбираем. Вот. Из печи есть короткие, длинные, с удлинителем, сферические. Есть также бляшки для выпечки под разный диаметр. Ну и всякие там для переноса пищи. Это, кстати, тоже пользуется популярностью, стоит недорого у них и относительно неплохо работает, да? Также само тарелки деревянные для выкладки уже готовой продукции, маленькие фритюрчики, мы ими тоже пользуемся. Мне самому очень нравится там трехфазная, вот такая где-то моделька, или тут не представлено, но есть еще 8-литровая, да? Вот с такой надписью, это более такая современная модель новая, у нее более такой плотный тен на 6,6 киловатт и 10 литров, да? Ну, вот, на самом деле, на мой взгляд, хэнди-фритюры работают за свои деньги прекрасно, да? Не ломаются, не добавляют никаких там больших геморроев своим клиентам. Вот есть вот эта вот сенсорная тема. Сенсорная тема, ну, она не всегда удобна, если у повара он работает в перчатках, или у него есть грязные руки в чем-то, да, плюс, когда он брызжет, тут тоже панели, ну, прилипают чуть-чуть. Ну, это есть и есть, но насколько удобно, ну, современно точно. Современно точно, насколько удобно, не знаю. Есть индукционные фритюры с дигитальной панелью, как будто легко все чистить, все хорошо, но есть нюансы, да. Такие фритюры на нашем рынке при жарке батата или что-то связанное с чем-то сладким немножко ведут себя некорректно, потому что индукционные, там видно, блоки не понимают, что они делают, поэтому подглючивают, и где-то клиенты жаловались, что при таком бустерном воздействии на масло появляется много черных точек, как перегорелая там внутри продукция. Но это отдельная история, это надо изучать. Есть очень большие плюсы, про это мы можем нашим клиентам всегда рассказать, плюсы и минусы, и подобрать правильно. Вот, есть также самая вот такая тема, прижимные контактные грили или маленькие флэт-топы, да, для небольших бургерных, начинающих, каких-то кебабных, других тем. Вот, кстати, поставили в таком черном дизайне, может быть, тоже на заправке где-то было бы интересно, да, чтобы именно было в таком вот стильном виде. В общем, мы закончили свой маленький обзорчик и, в принципе, напоследок скажем, что хэнди – это enjoy. Griffin GT – твой проверенный партнер в гастромире.